Вот и пятница к нам пришла, только не радует она нас погодой. Так и хочется закутаться в плед и посмотреть что-нибудь интересное. Ну или страшно. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы вместе с вами смотрим страшные необъяснимые видео от очевидцев и пытаемся понять, где правда, а где нас обманывают с помощью монтажа. Хотел поблагодарить вас за помощь в плохих приметах. Я уже взял некоторые комментарии в процесс работы и, так сказать, положил начало новому ролику. Съемки, правда, будут длиться еще пару-тройку дней. А почему, вы все узнаете потом. А сейчас устраиваемся поудобней. Мы начинаем. Погнали. Однако моему другу нужно было рассказать о Кундиланаке. Вообще Кундиланака. говоря, Кунтиланак описывается как странная женщина с длинными волосами и в белой рубашке, которая с удовольствием Вы знали? запугивает жителей деревни, чтобы отомстить. Когда она появляется, это всегда сопровождается запахом франжипани. Говорят, что после Франжипани. того, как Кундиланак становится вампиром, неосторожные люди могут погибнуть. Какие-то кундианак и фрунжипани, как будто какие-то наркотики нам рекламируют, тут непонятные. В следующем видео женщина приглашена на свадьбу своего брата. Опа, это та женщина? Она напробовалась кундианапа и приглашена на свою же свадьбу. Эта фигура, похожая на Кундиланака. Он стоял там, не двигаясь, и исчез всего через несколько секунд. Хорошо, а вот этот тот, кто снимает, это что с ним? Это театр. А что с ним было-то? Он снимал издалека на зуме, и поэтому у него так тряслось все. Что случилось-то, блядь? Короче, на свадьбу пришел, походу, незваный гость. Дух Кандинагргапры. Я понял, ладно. Это было снято камерой видеонаблюдения в одном из лондонских театров. Так. В этом месте постоянно сообщается о большом количестве сверхъестественных случаев. Не может быть. Мы про театр что-то уже видели, но такого... Ты это видел? Дверь сама взяла и открылась. Попахивает мистикой. Кстати, здесь доводчики есть. По идее, сложно дверь открыть. Но если у тебя есть прочная толстая леска... А плюсом, как ты объяснишь, когда камера так дергается? Ощущение, как будто видно, что, да, за волосы они, голову эту трогают. Да жуть. Ты смотришь? Призрак не Дверь любит, внезапно походу, здесь открылась, это и снаружи манекен. никого не было. Вскоре Как будто после кто-то этого зашел, да? манекен упал на пол, и несколько предметов упали таким же образом. Говорят, что в 20 веке, когда здесь выступали русские танцоры, на сцене произошли несчастные случаи, и несколько танцоров погибли. Именно потому, что Я не русские, знаю, блядь, связаны танцоры ли были. сверхъестественные события, произошедшие здесь, с этой легендой. Нашего призрака было бы издалека заметно. Я беспокою семью, которая болтает после ужина, но в остальном мирная жизнь нарушена сверхъестественным явлением, которое вот-вот произойдет. Ага, ну-ка. В любом случае, вы должны это сделать. А семья играет что, в доску Уиджи? Ёпатать. I did not touch that. I did not touch the computer bag just fell on the floor. I didn't. Предмет, стоявший на рабочем столе, внезапно упал, что привлекло внимание всей семьи. В Да. голосе девочки слышен шок. Некоторые люди думают, что это, возможно, шутка самой дочери. Однако наблюдение с разных сторон прямо опровергло это. Ну-ка. Ну, покажите Телу само... девушки Вот, никто да. не прикасался, что исключает любую возможность обмана.
Ну, она изначально могла, это рюкзак, я так понял, поставить его неаккуратно, правильно ведь? И бывает же такое, когда ты какую-то вещь неаккуратно ставишь, она вроде стоит, но через какое-то время бух упасть может. У меня гитара вот здесь вот рядом, она тоже на полу, по сути, стоит, и на ней там шапки висят. Я не трогал ее очень большое время, ну, с того момента, как поставил. И было такое, как-то раз мы что-то, блядь, лежим, смотрим телек, там, не знаю, и тут бабах! Смотрю, гитара упала, представляете? Ну, то есть, ни с того ни с сего. Либо призраки. Это искатель призраков. Это вы. О, Я редко это запомню. знакомый язык. Я просто не понимаю. Последний раз с тобой происходило, это жесть была. Я сюда. Он Владелец канала и его друзья пришли в этот дом с привидениями. Они сказали, что в доме осталось существо, Кто знает которое этих ребят, хотело пишите убивать коммент. людей. Когда они вошли в комнату, первое, что привлекло их внимание, была кукла. Да я таких кукол в детстве много видел у кого, по-моему, не? Ты видел, что у него было? Зачем? Ножницы. У него в руках были ножницы. Ребят, да вы чё, блядь? Там у вас хлама столько лежит, что... Что ты несешь? Ножницы у него в руках были, прикинь? Да, блядь. Здесь вообще происходит. Ты помнишь, что было последний раз? Он тебя душил, а теперь он с ножницами был. Вы чё там пьете-то, блядь? Похоже, Душил. что бедного даосского мастера однажды укусила змея, и он 10 лет боялся колодезной веревки. Если После кто нападения знает. на него он стал робким и боязливым. Ой. Они оба считали, что все проблемы с привидениями в доме связаны с этой куклой, и они были полны решимости сжечь ее дотла. Прежде чем они успели что-то предпринять, они обнаружили на шкафу других странных кукол. Что такого-то? Набрались смелости, блядь, сжечь. Это тут же нужно... Девушка богатырская. Внутри что-то есть, как думаешь? Я думаю, да. Вот эта хреновня, она говорила раньше. Там куклу наклоняешь, она там... Могла что-то. А ну. Смотри, здесь просто постельное белье. Ну, да ладно. Странно. Банально. Вам тоже показалось странным, что в шкафу лежит постельное белье? Как так? А где оно, блядь, по-твоему, должно лежать-то, я не понимаю. Владелец канала собрал все эти куклы и скорее убьет 1000 по ошибке, чем отпустит одну. Ты слышал звук какой-то? Если кто знает этот канал, будет стрим, приходите, напомните. Вы снова уходите. У него такая скорость. Что? У кого какая скорость? Да это наложенный звук. Твою мать. Тот случай, когда вот мы иногда там с кем-то переписываемся в комментариях, да, и к вопросу о том, что, типа, снимать лучше постановы или лучше снимать правдивые моменты, которые либо случатся с тобой, либо, ну, не случатся. Неужели кто-то любит смотреть вот на это? Ну, типа, блядь, прям слышно наложенный звук вот этого, я не знаю. И они ходят как дураки, блядь. Да это тупо. О, прикинь, здесь лежат. Постельное белье лежит. Ты не цеплял? Балкон. На. Твою там мать. Просто чел, вот этот оператор, недолюбливает второго специально.
Ебать, такой вообще, ну чё? Ах. А вот этот вот парень, китаец, который, блядь, подборку эту На них собирал, обоих верит напали же в это? необъяснимые силы. Когда они привели себя в порядок и продолжили поиски, злые силы, живущие в доме, нанесли им еще один удар. Там были звуки с этого шкафа. Мгм. Там, где не должно лежать постельное белье. Твою-то мать. Господи, да не-не-не, ну неужели, ну выключите. Эта херня меня толкнула. Да точно. Во-первых, мне кто-то подножку подставил, как только я сюда зашел. Тебя толкнул. Чувак, Да. забираем игрушки, ёб твою мать. Эти куклы. Забираем это говно, пошли уничтожать, потом разберемся. Уваливай. Давай. Я щас худею подготовлю вообще. мешок. Где этот домовой? Где это Когда домой? они Бери его решили с собой. завершить Мешок расправу нахуй и над сожгем Пушкиным, тоже. Первоначальный виновник исчез. Миссия по поиску призрака в конце концов провалилась. Ай, ты еще и на игрушку локтем наступил. Ты проклят нахер, и руку у тебя отрежут. Это особое варьете-шоу в Японии. Гостям придется прожить на суровом необитаемом острове 3 дня и 2 ночи. Ну, у нас Йоко такие Бинку передачи принимает там идут. ванну в горячем источнике. Однако в этой фотографии есть что-то загадочное. Где? А что загадочного-то? Ледяной рот купается в воде. Пожалуйста, наблюдайте внимательно. На его затылке было лицо, смотревшее в противоположную сторону от мистера Бинкоу. У него это было слегка отражение. усталое лицо. Так что же это за усталое лицо? Так это отражение. Чудак? Мужчина получил уведомление на свой мобильный телефон Лишь бы, поздно блядь, вечером. хоть в чем-то Оказалось, сказать, что это система мистика. видеонаблюдения дома зафиксировала движение снаружи. Когда он проверил, то обнаружил эту сцену. Мы уже подобное видели. Да это какой-то, вот прям видно, дрищ. Просто есть такие чуваки. Вряд ли бы призрак беспокоился о том, как на нем трусы одеты. Мужчина со странной походкой и тонкими Это просто жутко, конечностями, то, что- покачиваясь, пересекал его двор. Возможно, тебе это какой-то мужик психически приходил домой. неуравновешенный человек. Так и есть. Это существо. Когда группа туристов Так. продвигалась по лесу, По впереди лесу? них появилось странное существо, которое остановило Ну-ка. их. О, да что за странное существо, божечки. Это существо, Лепрекон. похоже, является результатом неудачных исследований ученых, которые допустили ошибки. Участники медитационного ретрита, которые только Серьезно? что выбежали из лаборатории, поехали в парк. По дороге они наткнулись на группу людей, которые казались замерзшими. Ты чё, я что-то перепутал, вроде я выбирал страшная подборка, а тут какая-то наркоманская подборка. Что происходит, бля? Ну, люди, может, челлендж выполняют какой-нибудь. Это так странно. Я могу только предположить, что это может быть сбой матрицы. Мгм. Однако говорят, что это курс медитации для врача. Участники должны сохранять полную неподвижность, чтобы полностью погрузиться в медитацию. Есть также много людей, которые задаются Чё вопросом, только не творится в действительно ли этом такое мире. неудобное положение стоя может быть ретритом. Неприятный тип, два хороших друга обсуждают и занимаются дома. За это Подруги. время произошло нечто невероятное. Так. Sur la chaise, un drap vert. What the fuck? Котик спалил, кстати. C'est d'après ce qui est tombé. Но он как-то ему пофиг. Я так Le думаю. dos, elle bouge, tous les habits, pas de haut, commence comme si c'était. Ну, котик же должен чувствовать это или нет? Или... Pourquoi tu as pris pas les câlins, espèce de. Vas-y, file, c'est quoi ça? Oh mon dieu! У вас нет ощущения, что у него просто там все на соплях держится? Спинка шатается, стол этот весь бедный ходуном ходит. Y'a quelqu'un? А, это эти? Я келька.
Вот откуда, блядь, я Это так и келька, есть. нахуй. Все ходуном, смотри, ходит. Ля-ля-ля-ля, я келька, блядь. Еще не все. В пещере становится все более и более неспокойно, и бурная Пещере. деятельность становится все более и более интенсивной. Да, это так. Черри ваши, блядь. А что у нее сзади Уиджа? Самодельная какая-то. Et il y a ça qui est tombé aussi là. Oh putain. Vas-y, prends le téléphone, ouais. Attendez, je vous montre aussi, comme ça vous voyez. Elle était là-bas. Voilà. Juste au moment où on parle quand même, hein. C'est quand même. Mais putain, est-ce que je dois prendre ça comme un hasard ou comme une réponse? C'est vraiment. Non, pour moi, Вы знаете, тот случай, когда у этих девчонок получилось лучше показать а-ля мистику, нежели чем нам показывали наши вот эти вот чудаки. réponse. Девочки в конце концов не выдержали и были готовы устроить хаос в городе. Хаос в городе? Это происходит в маленьком городке в Колумбии, где человекоподобная фигура заперта в здании, и весь процесс снимается на камеру. Так. Это кипиш, 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 кипиш. Что-то чувак на мотоцикле ехал, бах, упал. Зачем-то. Это что-то... Что происходит? Что? А, там кто-то ползает. Бля, вы что, по-нормальному подсадить не можете? И стремянка, и... Смотри, сколько людей. Трудно понять, что произошло в такой хаотичной сцене, но, пожалуйста, внимательно следите за крышей, где стоит темная Да тень. это мы Для видим. людей это не является невозможным, но это абсолютно ненормально. Самое странное — это то, что произошло потом. Самое странное, что произошло потом. Что? Демон выстрелил? Что, мать его? Темная фигура быстро перевалилась на ту сторону. В одно мгновение темная тень исчезла и, наконец, появилась на другой крыше. Может, просто их несколько? Человек, сидящий за компьютером, работает в режиме реального времени. В Но, режиме пожалуйста, реального обратите времени, окей. внимание, что изображение на левой стороне дверного стекла. Это распечатка лица объекта, но посмотрите внимательно. Это лицо, кажется, он что-то говорит. Может, у него животное какое-то есть? А, прям вот так вот. Ну, тут фиг знает. Это вот и с зеркалом мне присылали тогда тоже. Ну, типа, прикольно. Это от подписчицы именно было. То есть, это она снимала, она сама в шоке, как она так это видит. Ну, вот это в зеркале. Но мне кажется, тот случай, как бы, ну, я уже его пытался показать, как это могло бы быть. Вот, там, типа, отпечатки пальцев, да, там бывает до зеркала касаешься, вырисовывались в лицо такое некое. Ну ладно, это не суть, а здесь как бы, ну, либо наложен эффект, как бы, да, такой удобный момент, либо, не знаю, так игра теней сделалась, что если у нее есть животное, может быть, оно так подошло, но все вот так вот в совокупности и так вот получилось. Бу! Не знаю. Это действительно странно. Что именно хочет выразить это лицо? Недовольствие. К нему повернулись спиной. Или его не впускают. Так.
Рука в ящике. Мне пора идти. Зажмурьте глаза, я вас сниму. Вон видно там, ну, щель такая, чтоб руку можно было просунуть. Это, по-моему, опять из каких-то... Из-за старого письменного Кусочков. стола высунулась ладонь, настолько испуганная, что блогер быстро закрыл дверцу шкафа. Ладонь Когда я испугана? снова открыл ее, моей ладони уже не было, она исчезла без следа. Я не уверен, что это делается для того, чтобы привлечь внимание людей. Девочка записала танцевальное видео на похоронах своей бабушки. Что? У них такое, типа, это нормально, да? Я не знаю, обратили ли вы внимание на губы трупа. Я почувствовал, как Она уголки и его рта подпевала. слегка шевельнулись. Ему тоже нравится этот танец. Да. Чё за бред творится? В темной тайной комнате мужчина оказался в ловушке, и рядом с ним появились две женщины-призрака. На них были элегантные белые платья, а на лицах странные улыбки. Мужчина подумал про себя, что это не побег из секретной комнаты, а танец в секретной комнате, поэтому он решил сначала станцевать страстный свинг. В конце концов, никто не смог сбежать из секретной пизданутые. комнаты, и этот человек получил блестящее имя – «Секретная комната Король танцев». Одна девочка сказала, что она работает в бутике. В полдень к нам зашел покупатель. Он начал Колбасой и без конца сыром. рассказывать о Бля, товаре, бутик но его захотел. коллеги спросили, с кем она общается. Проходите, проходите. Может, у нее какая-нибудь стадия шизофрении там. Ну, любит человек сам с собой, репетирует, как бы это было. У нее, правда, там товары приехало, я смотрю, коробок, ей разгребать целый день, вот она с ума исходит. Они же там трудоголики. Опа, ни хрена там промчало, видели? Это какой-то призрачная улица. После того, как коллеги вышли, девушка упала в обморок. Можно было бы не говорить, мы это увидели бы. Когда он проснулся, То есть, может быть такое, что она, сидя за рабочим местом, могла от переработки уснуть и типа сразу же во сне ходить. Могло бы такое? все спросили, что случилось. Он сказал, что увидел, как пожилая женщина вошла в магазин и спросила его о товаре, но он ничего не помнил. Как видно на картинке, после того, как дверь открывается сама по себе, никто не заходит. Может быть, это входит призрачный гость? И мы не видим исследовательскую Ну, группу. тут хоть как-то с мистикой связано. Исследовательская группа, состоящая из Амара, Джеймса и Яска, проникла в подвал старого Омар. особняка, существовавшего во времена Гражданской войны. Многие исследователи и бывшие жильцы этого дома отмечали, что они пережили здесь очень ужасные вещи. Сейчас исследовательская группа проводит здесь более глубокое расследование. Я знаю, чего я никогда не замечал в ДЭС, и как там работают плюшевые мишки. Просто взгляните на то, что мы пропустили в прошлый раз. Где прямо над стеклом нарисован Какой прошлый маленький раз? мишка, похожий на Б. И двигайся. Смотри, да иди же, брат, этот урод. Двигайся еще раз. Медведя уродом назвал. Ты проклят.
Move again. Like some wine glass like moved right there. Yeah. Еще раз. Случай, вот когда ты смотришь на наших ребят, да, там вот то, что снимали, ты сразу же как будто чувствуешь вот эту вот какую-то подставу, ты узнаешь в голосе вот этот, наверное, тембр пиздежа, не знаю, как правильно объяснить. А вот смотришь зарубежные, до конца непонятно, где постанова, где нет. Ну, то есть, все равно еще сомневаешься больше, скажем так. Ну, либо это только у меня такие ощущения. Раз повторяю. Хренак. И почему именно туда улетела? То есть, ниткой проще было туда дернуть из-за угла. Didn't break. Well, that's good, I guess. Расследование только началось, и активность в доме очевидна. Они помнили, что произошло, когда они впервые пришли сюда. Any like bad feelings? This is where you passed out. Right where we're standing here. Оу, щет. James. Oh shit, James! Dude, he's like passed out. Что? Dude, you good? Hang on. It felt completely different. I mean, the fact that the first time I came in here, I felt like something overcame me. I passed out. Like it was so scary. Но он, наверное, там что-нибудь говорит о том, что я такой стоял, и В прошлый тут раз, вдруг когда и я не стал бух упал. дожидаться, пока они поднимутся на 3-й этаж, член команды по какой-то причине потерял сознание. На этот раз, пока все были еще здоровы, они решили подняться на 3-й этаж Пока и все здоровы, начать пока еще не исследовать заболели. источник каких-то странных звуков, которые они слышали. Еще дома у них похожие, капец как. Твою Ты мать. тоже знаешь, что еще и Форт Мар зеркало начинает двигаться, зашевелилось. как только я смогу. Freaking mirror. There's a mirror in there. It just started moving on its own, like just out of nowhere. I looked to my left, and this oval mirror, outfit Жуть. mirror, Жуть. just moving. It freaked me out. Not gonna lie. I can't Я бы really уже explain what охренел made бы. it move. I couldn't believe it. Чувак упал в обморок, стакан улетел, зеркало шевелится. Мне бы хватило бы. I don't know. I don't remember being like this. No. It started legit moving. Can you move that mirror again? Go ahead and move. Oh, look, it's like rocking back and forth. Как раз в тот момент, когда они подумали, что нашли источник Так. звука в комнате, зеркало в комнате передвинулось у всех на глазах. Однако произошло нечто тревожное. Это, блядь, не тревожное было. Это нормально. Investigate, okay? All right, well, that's what we're doing. We're investigating. So James decided to go up. You keep hearing something? Right in there, bro. Listen. 1 сентября, Джеймс. Уже, блядь, октябрь. James. На пороге октября. James. You good, dude? Тот, кто на полу лежал, хуяк на стене такой. Do you remember walking up here? Ну, тоже те еще игроки. What were you doing? Why were you staring at that quilt right now? Spirit talker even. Ой, игроки, говорю, актеры. Это я. Third floor right now. Who's down there? What the? Настолько выборочно знаю. это происходит. Типа, они слабее люди, но не берите их тогда с собой. Почему с другими ничего не Why происходит? are you laughing? Глаза Джеймса были пустыми, как будто он впал в состояние транса. Возможно, его тело занято чем-то на неизведанной территории. Потерянные глаза и странная улыбка делают все это Как еще неизвестно, более если они здесь уже были, нам сказали. Первый раз. Группа друзей, которые любят ходить в походы, разместили фотографии с игры в своих социальных сетях. Здесь 6 мужчин и женщин. Среди них, кажется, есть что-то общее 6 между мужчин и двумя женщин. крайними слева на фотографии. О, нифига. А в натуре так, ну, стрёмно выглядит. Это либо 7-й человек, либо призрак. В уголках его рта играет улыбка, а в глазах появляется немного остроты. Ну вот, хоть что-то страшное, блядь. Кто он такой? Это снимок, сделанный камерой этого человека. Когда он ест со своей девушкой, ему всегда кажется, что на него кто-то смотрит.
Это безумная на крышу залезла. Неко поделился ужасным опытом, который произошел с ним, когда он отправился в путешествие. Несколько дней назад он забронировал через интернет совершенно новый отель типа постель и завтрак, в котором еще никто не останавливался. А, вот это мы точно видели. Или опять мне кажется. Или... Что? Когда камера повернулась, появилась странная фигура, сидящая там взъерошенная. Это новая тетя-уборщица из нашей семьи? Тетя-уборщица. Но эта тетя здесь, кто осмелится жить? Отец, Типа, когда чё отец странного-то? Джон Ну, рассказывал сидит кто-то, историю возможно. о вундеркинде, что-то прервало его. В пикерах есть то, что действительно есть у других демонов, которых они любят в варп-демонах. Довольный, блядь. О, смотрите, что-то происходит у меня. Где-то в церкви слышен громкий звук перкуссии. Возможно, вы переупаковываете погоню за демонами. Звук, казалось, доносился из маленькой То комнаты. есть тот случай, когда я понимаю, что верующий человек должен верить одинаково в Бога и одинаково, в принципе, и в дьявола, потому что тогда, ну, не имеет какого-то смысла, должна быть светлая и темная сторона, по идее. И он сейчас, мне кажется, как будто бы рад, что в момент съемки это произошло, что якобы то, во что он верит, подтверждается еще больше. Вот типа того. Вот так вот. Наверное. Ты в церкви. Как ты думаешь, здесь водятся демоны? Ты служащий склада этого служащего склада. Он и раньше сталкивался с некоторыми сверхъестественными Служащий явлениями. склада. Сегодня он работает в ночную Мы смену. не раз уже видели Кажется, какая-то складских невидимая парней. сущность нашла его. Какое-то корыто, говорит. Ну, Вот и все. вот и все. Видишь ли, Нравится, как он этот перевод всовывает просто кусками. Что-то наговорил. Вот и все. Тележка для покупок двигалась сама по себе, и вскоре снова раздался голос мальчика. Похоже, что он не один в этой ночной смене. Мамос. Мужчина пережил очень страшный инцидент во время своей госпитализации ночью. Он ясно видел странную фигуру. Вот это пух, ёпта. Там что-то кто-то безголовый стоял? Или мне показалось? Там Это на появилась манекен фигура похоже, с да? прямыми волосами, похожая на маленькую девочку, но без головы. Он протянул левую руку, как будто Это прося о чем-то. манекен. Может ли быть так, что тебе нужна жизнь человека? Да это манекен. Видно же прям. Сидит один немой вопрос. Какого хрена мы посмотрели? Лишь пару роликов, которые относились к мистике. Все остальное не то, что нельзя назвать мистическим, да это можно назвать только просто бредом. Но вырезать я ничего не стал и надеюсь, что вам хоть какой-то из этих роликов понравился.
Или про некоторые вы что-то знаете. Поэтому обязательно пишите комментарии, что вы думаете насчет этой подборки. А у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше должно быть интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет, он лишь в твоей голове.